Привет, это Пура Вида с Настей. Сегодня я хочу рассказать о том, как мы искали наше первое жилье в Коста-Рике. Итак, мы прилетели и остановились в отеле в городе Алахуэла на 3 дня. Как только отдохнули с дороги, сразу же принялись искать жилье. На тот момент мы не знали испанского, не знали районов Коста-Рике, как и куда можно было добраться, но у нас был интернет. Мы нашли 3 сайта по поиску жилья в Коста-Рике: Mercado Libre, Encuentra 24, OLX. Самый большой выбор и низкие цены оказались на OLX. Тут есть удобная сортировка по цене, форма обратной связи с продавцом, выбор по городам и провинциям. Хочу обратить ваше внимание на то, что в Коста-Рике провинции очень большие. И если вы ищете жилье, например, рядом с Сан-Хосе, то нужно выбрать провинцию Сан-Хосе, город Сан-Хосе, но не факт, что вам покажут жилье рядом со столицей. Это может быть вообще вот здесь. Видимо, арендодатели часто указывают провинцию, а не город. Поэтому смотрите место на карте. Но и это может не соответствовать. Бывает, что точное местоположение определяется только при разговоре с хозяином. Сначала мы искали жилье только в Алахуэле. Городок нам понравился, и чтобы далеко не ездить, мы решили, что было бы неплохо первое время пожить здесь, пока не узнаем Коста-Рику получше. Конечно, мы искали жилье с мебелью и недорого, но оказалось, что такая комбинация в Коста-Рике встречается очень редко. К тому же не все, кому мы писали на сайте или в WhatsApp, нам отвечали, а по телефону не поговорить без знания испанского. В итоге получился всего один вариант. Квартира за 110 тысяч с очень любезными хозяевами, которые даже согласились заехать за нами в отель, чтобы свозить посмотреть жилье. Но апартаменты располагались в гараже, без мебели, общий вход с хозяевами, в потолке какой-то люк, который обещали заделать завтра, водонагреватель в душе обещали починить завтра, и свет не включен в стоимость. Кстати, вот местные тарифы на электричество. При расходе от 0 до 30 киловатт оплата фиксированная – 1800 колонн в месяц, а если расход больше, то оплата уже за киловатты. От 31 до 200 киловатт стоимость одного – 62 колонна, от 201 до 300 1 киловатт стоит 96 колонн, а больше 300 – 99 колонн за киловатт. В результате мы решили расширить географию и сразу же нашли, как нам показалось, отличный вариант в районе Мора, или как его еще называют, Родео. Небольшая квартира с собственной ванной комнатой, полностью с мебелью, за 130 тысяч. Свет, вода и интернет включены в стоимость. Правда, находилась квартира очень далеко. Нужно было доехать до Сан-Хосе, потом до Сьюдад-Колона, а потом еще 6 километров до Родео. Причем до Родео, как нам объяснил хозяин, автобус ходит, но 1 раз в день. Поэтому мы поехали на такси. Съездили, посмотрели, нам все понравилось. Домик отдельно от хозяев. 2-й этаж с балконом они предложили нам. На 1-м никто не жил. Квартира только что после ремонта, очень чистая, аккуратная, да еще и с мебелью. Мы обрадовались и уже на следующий день переехали с вещами. В квартире было все. Холодильник, стиральная машина, кровать, электроплита, душ с водонагревателем, даже посуда и моющие средства. Все, что необходимо. А хозяева – замечательные люди. Район тихий, спокойный, безопасный. Есть магазин и кафешка. Спортивная площадка. Родео, где организуют пешие прогулки и прогулки на лошадях. По выходным сюда приезжает много туристов. Есть даже университет, называется Universidad para la Paz. А еще чуть дальше вход в Национальный парк мира, но об этом в одном из следующих видео. Но самое главное, это очень красивое место. Как сказал нам однажды местный житель, 10 лет тут живу и не перестаю каждый день восхищаться. Здесь великолепные пейзажи. Повсюду удивительные тропические деревья.
них свисают лианы. Рядом с реками растет бамбук. А вдоль дороги к Родео огромные плантации кофе. Но интернет был с модема и оказался лимитированным, поэтому через 4 дня скорость упала практически в ноль. А мы работаем удаленно, и пришлось докупать мобильный интернет, и это дорого. В единственном магазине цены по сравнению с городом завышены практически вдвое, да и выбор там небольшой. Автобус в то время возил только студентов, и поэтому, если надо было попасть в город, мы брали такси или шли пешком, а это не близко. И хотя интернет-хозяин обещал провести со следующего месяца, мы решили, что этот вариант нам не подходит, и уже через месяц выехали. Кстати, депозит нам вернули без проблем. Вдоволь насладившись природой, мы подумали, что нам не хватает цивилизации и решили искать жилье в столице, но об этом в одном из следующих видео. Если же у вас есть машина, то это очень хороший район для жизни. Цены на аренду жилья здесь бывают очень низкие. Мы не раз видели варианты, когда сдавались целые дома с мебелью за 100-120 тысяч колонн. Кроме того, здесь есть участки и дома на продажу. Ну и еще хочу отметить несколько важных моментов при поиске жилья в Коста-Рике. Первое. Цены на аренду жилья начинаются от 40 тысяч колонн за комнату или даже дом. Все зависит от состояния, комплектации, от района и от ваших потребностей. Верхний порог может быть очень высоким, есть даже жилье, которое сдается за $5000 в месяц. Второе. Выбор жилья на сайтах кажется большим, но очень много в плохом состоянии. Костариканцы не стесняются выдавать за жилые помещения подвалы, гаражи, подсобки без ремонта, без окон, без дверей. Не везде есть потолок, только крыша. Пол может быть просто залит бетоном, причем это касается не только дешевого жилья. Третье. Депозит в Коста-Рике привычное дело, практически все просят его заплатить. Сумма обычно равна оплате квартиры за месяц, но хозяева часто соглашаются поделить ее или уменьшить. Четвертое. Некоторые арендодатели ищут постояльцев с работой или студентов, поэтому туристам отказывают. Пятое. Общаться удобнее всего по WhatsApp, здесь он есть у всех, а если не знаешь языка, то можно воспользоваться переводчиком. Супервыгодные предложения на сайте появляются и быстро исчезают. Например, сдают целые фермы с большими участками земли и с возможностью вести свое хозяйство за 100 тысяч колонн. Или дома в лучших районах Коста-Рики с участками. Например, однажды мы видели такой домик с мебелью и с участком в районе Картаго, тоже за 100 тысяч колонн. А Картаго, по мнению костариканцев, считается одним из лучших районов. Но все эти объявления буквально на следующий день пропадают. В таком случае нужно действовать быстро. Если же объявление долго висит на сайте, то с ним явно что-то не так. Таким образом, найти то, что подойдет именно вам, конечно, можно, но иногда не сразу. Мы, например, переезжали уже 3 раза, и я не думаю, что это наш последний вариант. А тему поиска жилья в Коста-Рике я буду продолжать, поскольку есть и другие способы, о которых я расскажу в следующих видео. А на сегодня все. Все ссылочки я оставлю в описании. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Пура вида!